Покажу вам, какой он супер хрустящий. Ой, какой хрустящий. Конечно же, его просто лучше кусать, а не разламывать. Всем большой привет, дорогие мои зрители! Сегодня я хочу поделиться с вами очень классным рецептом. Это будут быстрые, простые, можно сказать, даже ленивые пирожки. Их можно сделать с любой начинкой. Они получатся более диетическими и более полезными, чем обычные пирожки. Здесь у меня одна куриная грудка весом 400 граммов. Я буду делать фарш самостоятельно. Также через мясорубку пропускаю 200 граммов цибульки. Если вы будете использовать покупной фарш, то цибульку можно просто очень мелко нарезать, или же измельчить при помощи блендера, или же мелко нарезать и потом обжарить. Какой вам больше вариант подходит, такой и выбирайте для себя. Добавляю соль по вкусу, у меня это половина чайной ложки. И также черный молотый перец по вкусу. Я добавила чуть меньше, чем половину чайной ложки. Перемешиваем. Смотрите, здесь по вкусу вы можете добавить абсолютно любые специи, можно добавить зелень, как вам нравится, больше, чтобы была начинка в таких вот пирожках. Вы сейчас увидите каких, и вы тоже оцените эту класснейшую идею. Тесто я использую покупное, называется оно тесто Фила и продается во многих супермаркетах. Есть и в АТБ, в Метро, в Сельпо, просто обратите внимание, там, где продается слоеное тесто, там зачастую лежит и тесто Фила. Когда вы с ним работаете, лучше его чем-то прикрывать, чтобы оно не подсыхало, потому что когда оно подсыхает, оно становится более хрупким и ломается, что нам не нужно. Весь пласт теста Фила смазываем растопленным сливочным маслом. Сливочное масло я взяла 50 граммов. Можно больше. Чем больше масла, тем вкуснее, но, конечно же, менее полезно. И складываем его вот таким образом. Так. И вот так вот. Эту часть тоже смажу тонким слоем сливочного, никакого растительного, сливочное масло. Очень удобно делать руками, и слой получается тоньше, чем если наносить кисточкой. Выкладываем фарш и делаем вот так вот, смотрите, сюда. Фарша у меня много, не пожалела. Можно, конечно, меньше фарша взять, у вас будет просто чуть меньше начинки. И очень просто и легко формируем пирожок. Вот этот край, посмотрите, остается. Я его вот так вот подгибаю и смазываю сливочным маслом. И формирую вот такой вот красивенный пирожок, треугольник. Так. Выкладываем фарш на эту часть. Берем за край. Сформировали треугольник. Можно еще так придавить, чтобы фарш был везде. И дальше очень легко и просто у вас прям само тесто показывает вам, куда идти. Здесь не хватает. Вот так вот прилепили, немножко сливочного масла с этой части возьму и вот так вот фиксируем. Готово. Кстати, если у вас нет теста Фила, то в принципе такие пирожки можно сделать с лавашом. Просто нарезаете лаваш на такие вот тоненькие полоски, вот такие, и выкладываете на эту часть и формируете пирожки. Кстати, если вы будете делать с лавашом, то лаваш можно потом обмакнуть в смеси яиц и молока и обжарить на сковородке. Не нужно даже включать духовку. Тоже классный вариант таких быстрых пирожков. Выкладываем пирожки на противень. У меня всего получилось 9 штук. И чуть-чуть больше ушло сливочного масла, где-то 70 граммов. Но это все зависит от того, как тонко вы его распределите по тесту. Смазываю сверху сливочным маслом. Кстати, если вы хотите сделать небольшую порцию, допустим, половину, 4 пирожка, то они прекрасно у вас поместятся в аэрогриль. И вообще у вас все будет намного быстрее выпекаться, и не нужно будет разогревать духовку. Посыпаю сверху кунжутом. Можно, в принципе, шаг с кунжутом и пропустить. Не посыпать совсем. Разогреваем духовку до 180 градусов. Может, вы уже слышите, на фоне моя сигнализирует о том, что она готова к выпеканию наших таких прекрасных ленивых пирожков. Выпекаем 30 минут при температуре 180 градусов до красивого золотистого цвета.
Посмотрите, какая у нас с вами получилась роскошь и как это все быстро. Тесто тончайшее, хрустящее. Вот сейчас я вам покажу, какое оно. Ну это же просто наслаждение. И как это все легко и просто можно сделать. Посмотрите, какой прекрасный пирожочек. Что еще нужно сейчас к сладкому горячему чаю черному? Объедение. Честно вам скажу, это такое наслаждение работать с тестом фило уже готовым, потому что оно такое тончайшее, и вам кажется, что оно не такое вредное, как остальное тесто. И все так быстро просто делается. Оно при выпечке получается такое, посмотрите, какое румяное и хрустящее. Поэтому, если вы еще не пробовали, обязательно купите и попробуйте, сделайте такие пирожки. А если у вас есть проверенные рецепты классных блюд с тестом фило, то обязательно пишите в комментариях, будем все готовить на канал. Покажу вам, какой он супер хрустящий. Ой, какой хрустящий. Конечно же, его просто лучше кусать, а не разламывать. Весь фарш у нас готов, и какое чудеснейшее тесто. Это просто роскошь. Обязательно готовьте такие пирожки с любой начинкой. Красота. Как же роскошно они пахнут. Смакота просто нереальная. Обязательно приготовьте. Это просто потрясающе вкусно, просто совсем без хлопот. Я заканчиваю это видео, потому что я хочу побыстрее насладиться. Всем пока, до новых вкусных рецептов.